Огромные подземные структуры были найдены под плато Гиза. Аллилуйя! В марте 2025 года итальянские и шотландские исследователи под руководством профессора Коррадо Маланги из Пизанского университета и доктора Филиппо Бианди из университета Стратклайда объявили о поразительном открытии под пирамидой Гизы – комплекс. Используя новую форму трехмерной томографии с синтетической апертурной радарной системой, они сканировали область внутри и вокруг пирамиды. Хафра, вторая по величине из пирамид Гизы, и, как полагают, она открывает обширную сеть подземных ходов. В этом случае исследователи использовали данные радаров спутников, находящихся на орбите примерно в 420 милях над Землей. По их утверждениям, радарные изображения показывают 8 огромные вертикальные структуры, описанные как цилиндрические шахты или колодцы, уходящие глубоко в землю, а также многочисленные взаимосвязанные камеры и проходы далеко под пустыней поверхностью. Масштаб находки поражает воображение. Команда сообщила, что шахты уходят на глубину примерно 650 метров, а весь подземный комплекс простирается на примерно 2 километра горизонтально под 3 великими пирамиды. Это примерно в 10 раз больше, чем видимые пирамиды на поверхности. Николь Чихуло описала это открытие как перестраивание границ археологических исследований, предоставление пространственных координат для ранее неизвестных подземных структур. По всем счетам, эта новость должна была стать сдвигом парадигмы. Это новаторское исследование может изменить наше понимание священной топографии древних. Египет. Чичула утверждает, что подземный комплекс связан с древними священными легендами. С самого начала сами исследователи проводят параллель с идеей, что расположение этих камер, как они отметили, рано напоминало залы Аменти, легендарные подземные камеры в египетской эзотерической традиции. И многие даже включают неуловимый зал записей, где, как говорят, хранится мудрость древних. На пресс-конференции в Италии 16 марта 2025 года команда даже заявила, что при полном увеличении изображения показывают то, что можно описать только как настоящий подземный город под Гизой. Но что именно было обнаружено? Ну, вот изображение, опубликованное исследователями, показывающее множество похожих на колонны шахт, синих, с винтовыми структурами, обвивающими их, которые, как полагают, находятся под плато пирамид Гизы. Каждая цилиндрическая шахта, как говорят, опускается на сотни метров в толщу породы, соединяясь с большими кубическими камерами у основания. Результаты радиолокационного сканирования, проведенного исследовательской группой, можно суммировать несколькими основными особенностями. Вот основные моменты, описанные в объявлениях. У нас есть вертикальные шахты, 8 колоссальных цилиндрических шахт, напоминающих колодцы или столбы, скрытые под землей. Каждая шахта почти 650 метров в глубину и около 9 метров в диаметре. Эти шахты были найдены под 3 главными пирамидами, возможно, как точки доступа к более глубоким слоям. Комплекс. Есть спиральные пути. Спиральные пандусы или лестницы обвивают каждый ствол, изгибаясь вниз его длину. Радиолокационные изображения предполагают, что эти спиральные пути соединяются с шахтами в нижние камеры, напоминая гигантский спиральный спуск в земля. Огромные камеры. 2 большие кубические камеры у основания шахт, каждая примерно 80 метров в ширину с каждой стороны. Эти полости расположены глубоко под землей возле основания шахт и могут соответствовать большим отверстиям или центральным узлам комплекса. Многоуровневые структуры. 5 многоэтажных структур над большими камерами расположены в геометрическом порядке и соединены прямыми проходами или коридорами. Они находятся ближе к поверхности у основания пирамиды и могут представлять собой здания или хранилища в подземном городе. Водные каналы. Возможная сеть туннелей или каналов, напоминающих древнюю систему управления водой.
Некоторые отражения радаров были интерпретированы как трубоподобные структуры, что предполагает, что подземный комплекс мог быть намеренно затоплен или соединен с водной поверхностью Нила. Весь подсистемный комплекс оценивается примерно в 2 километра длиной под плато. Удивительно. Другими словами, скрытые структуры образуют разветвленную сеть прямо под всеми 3 великими пирамидами – Хуфу, Хафра и Менкаура, и за их пределами вертикальная глубина достигает более 600 метров под землей, что гораздо глубже любого известного археологического объекта в Египет. Как возможно, что мы обнаруживаем это только сейчас? Подумайте об этом. На протяжении веков египтологи и основные историки уверенно говорили нам, что пирамиды — это просто гробницы для древних царей, но что-то внутри нас никогда полностью не принимало эту историю, правда? Действительно ли с вами когда-либо резонировало, что эти сложные сооружения, идеально выровненные по звездам, наполненные математической точностью, просто гробницы? Это никогда не имело смысла. Сейчас появляются доказательства, подтверждающие вашу интуицию. Пирамиды никогда не были просто гробницами. Они что-то намного большее, намного более загадочное и гораздо более значимое. Однако, как бы ни было сильно это открытие, официальная наука и академические круги быстро отвергли его. Почему? Потому что это не вписывается в удобный нарратив. Это не соответствует учебникам, потому что выводит людей из зоны комфорта. Ведущие археологи Египта назвали находки невозможными, нелепыми и не имеющими научной поддержки. Они говорят: радар не может проникать так глубоко в землю. Но подумайте об этом внимательно. История полна примеров революционных открытий, которые сначала подвергались насмешкам и отклонялись, а позже принимались как само собой разумеющиеся истины. Галилей, Никола Тесла, Эйнштейн – все они сталкивались с насмешками, прежде чем мир осознал их как гениев. Возможно, мы видим тот же самый шаблон снова здесь и сейчас. Известные египетские археологи также прокомментировали это открытие. Доктор Захи Хавас, бывший глава департамента древностей Египта и всемирно известный египтолог, полностью отверг результаты радарных исследований как абсолютно неверные и необоснованные слухи. Хавас заявил, что такой проект сканирования не разрешен внутри или под пирамидой. Хафра. Никаких радарных устройств или передовых технологий не использовалось для обнаружения предполагаемых сооружений под пирамидой Хефрена. Он заявил через социальные сети, описывая историю подземного города как попытку подорвать древнюю египетскую цивилизацию. Сильные слова и любопытный факт. Тот же самый Захи Хавас, который сегодня столь решительно отрицает существование подземных городов под плато Гиза, в 90-е годы не только признал их существование, но и лично вошел в туннели под Сфинксом. На архивных кадрах мы видим, как он входит через отверстие прямо в корпус Сфинкса и взволнованно говорит: «Даже Индиана Джонс не мечтал побывать здесь». Немного позже он публично признал, что под Сфинксом было больше одного туннеля и что они скрывали важные тайны, связанные со строительством пирамид. До 1998 года Хавас даже лично возглавлял экспедиции в этих туннелях, но потом случилось что-то, резкий поворот. Исследования внезапно прекратились, проект был остановлен, и Хавас полностью изменил свою позицию. Он начинает утверждать, что под Сфинксом абсолютно ничего нет. Он даже отрицает само существование отверстия, через которое он лично входил на камеру. А двум ученым, которые первыми поставили под вопрос официальную версию, Джону Энтони Уэсту и Роберту Шоку, не только запретили доступ, но и официально запретили въезд.
Египет. Захи-Хавас буквально заблокировал их. И все же факты остаются. На самом деле, в 1733 году Чарльз Томпсон зафиксировал, что на вершине Сфинкса есть видимое отверстие. В 1798 году французский археолог Виван Денон изобразил человека, выходящего из... В 1920-х годах существует аэрофотоснимок, на котором та же дыра ясно видна. И все же возникает вопрос: как? Может ли человек, который вошел в туннели и организовал туда экспедиции, отрицать их существование вообще? И почему было необходимо запретить другим исследователям даже ступать на территорию Египта? Очевидно, проблема не в отсутствии доказательств, а в желании их скрыть. На протяжении тысячелетий мистики духовные учителя и провидцы говорили о тайных камерах под Гизой. Эдгар Кейси, известный как «Спящий пророк», неоднократно говорил о зале летописей, захороненном под пирамидами, тайной камере, хранящей древние знания Атлантиды, терпеливо ожидающей, когда человечество будет готово их заново открыть, когда наше сознание будет готово. Древние тексты, такие как «Изумрудные скрижали Тота», говорят о скрытых залах, о Менти, подземные палаты под Египтом, которые хранят мудрость и знания из других цивилизаций, давно забытых основной историей. Эти древние источники, кажется, описывают то, что современная радарная технология только что обнаружила. Глубокие подземные шахты и камеры под Великой пирамидой, умышленно скрытые от взгляда. Изумрудные скрижали буквально описывают, как тот спрятал свой космический корабль под Сфинксом и закодировал в них знания Вселенной, дети света. Итак, в своей знаменитой книге «История», написанной в V веке до нашей эры, Геродот описал рассказ египетских жрецов о необычайном подземном лабиринте возле пирамид Гизы. По его словам, этот лабиринт содержал тысячи комнат, все связанные секретными туннелями и проходами. Геродот сообщает нам, что эта подземная структура даже более впечатляющая и сложная, чем сами пирамиды, и содержит более 3000 комнат и загадочные коридоры с очень ограниченным доступом. Платон, IV век до нашей эры, известный своими произведениями об Атлантиде, в Тимея и Критии, раскрывает, что египетские жрецы сохранили знания о погибшей высокоразвитой цивилизации, уничтоженной в глобальной катастрофе. Согласно Платону, египетские храмы и подземные камеры хранили священные знания и исторические записи Атлантиды, тщательно защищенные под песками. Мы верим Платону в вопросах философии, но не верим ему, когда он говорит об Египте и пирамиды. Манифон, III век до нашей эры, египетский историк и жрец, писал о легендарном царе по имени Сурит или Саурит, который, как полагали, правил Египтом задолго до фараонов. По словам Манифона, Сурит имел видение, предсказывающее надвигающуюся катастрофу, что побудило его строить пирамиды не в качестве гробниц, а как хранилища и камеры, предназначенные специально для сохранения древней мудрости и знаний человечества для будущих поколений. Диодор Сицилийский, I век до нашей эры, писал подробно о большом подземном лабиринте около озера Мёрис в Египте, описывая его как содержащий тысячи скрытых покои. Эти комнаты, по его словам, содержат древние свитки, исторические записи и духовные учения отдаленных прошлых цивилизаций, сохраненные для будущего времени, когда человечество вновь откроет и поймет. Страбон, I век до нашей эры, греческий историк и географ, упоминает загадочную подземную шахту в Гизе, известный как колодец Осириса. По словам Страбона, эта шахта вела глубоко под землю, к скрытым подземным камерам. Он выразительно утверждает, что египетские жрецы тщательно охраняли эти подземные пространства, ограничивая доступ только для посвященных.
Плиний Старший, 1 век нашей эры, римский историк также подтвердил существование подземных лабиринтов и камер под египетскими памятниками. Амиан Марцеллин, 4 век нашей эры, римский историк, писал, что у египтян были скрытые подземные пространства, вновь под храмами и пирамидами, использовавшиеся жрецами для хранения древних тайн и духовной мудрости. Итак, действительно ли мы открываем что-то новое? Неужели мы все еще спорим, думая, что мы существа с величайшими знаниями, когда-либо жившими на планете Земля, так как мы явно далеки от мудрости и даже технологий, которыми обладали древние? Обладали, тем не менее, долгое время мы отвергали эти легенды и учения как мифы, фантазии или теории заговора. Но теперь сама наука отлично подтверждает эти древние истории. В какой-то момент стоит честно задать себе вопрос, были ли эти легенды правдивы все это время? Параллельно. Сколько еще мы упустили? Давайте проясним. Это открытие под Гизой — это больше, чем просто интересная археологическая находка. Это призыв к пробуждению для каждого из нас. Призыв переосмыслить наше понимание происхождения, возможностей и смысла человечества на Земле. Это необходимо осознать, что мы стоим на пороге более глубокой реальности, готовые переступить через нее, если у нас хватит смелости оспорить наши старые убеждения и догмы. Для будущих поколений нас учили, что пирамиды, особенно Великая пирамида Хуфу, были просто грандиозными гробницами, построенными для чествования умерших фараонов. Но вот интересный факт. В Великой пирамиде никогда не находили мумий. Пирамида. Нет пышных сокровищ в главных залах. Нет надписей, украшающих стены, рассказывающих о жизни короля и его пути в загробный мир. Подумайте о том, что говорил Никола Тесла о пирамидах. Он считал, что они вовсе не были просто гробницами, а сложными энергетическими машинами, устройствами, разработанными для использования природных частот Земли. Тесла не одинок в своих утверждениях. Современные эксперименты показывают, что Великая пирамида естественным образом фокусирует электромагнитные волны, действуя как резонансная камера. Ее точная геометрия и расположение не случайны, они целенаправленные и сложные. Обзор 2018 года в журнале прикладной физики обнаружил, что при определенных условиях резонанса пирамида концентрировала электромагнитную энергию в своих внутренних камерах и под своим основанием, под основанием пирамиды, проще говоря, пирамида может естественным образом усиливать и концентрировать энергию. Пирамиды могли одновременно выполнять несколько функций. Они могли быть местами инициации, где адепты проходили через духовные путешествия в резонансных камерах, используя звук и тьму, чтобы расширять сознание. Они могли быть гармоническими генераторами, преобразующими естественные вибрационные частоты Земли в полезную энергию. Они могли быть сигнальными станциями коммуникации или даже телепортацией. Устройства. Возможно, именно поэтому современная наука сопротивляется этим открытиям. Потому что, подумайте, принятие их означает переписывание учебники истории, признавая, что наши предки обладали знаниями и способностями, которые сегодня мы считаем невозможными. Это означает признание, что люди когда-то знали больше об энергии, чистоте и сознании, чем современное общество сейчас. Но давайте углубимся еще больше. Если пирамиды были древними энергетическими машинами или залами мудрости, что это говорит о нас сегодня, их потомках? Это означает, что в каждом из нас есть нераскрытый потенциал. Это значит, что наши предки пытались оставить нам глубокое послание, написанное не на свитках, а в камне, скрытое под песками времени, зная,
что когда-нибудь мы достаточно пробудимся, чтобы его найти. И вот мы сталкиваемся с моментом коллективного пробуждения. Вселенная, наши предки или, может быть, оба призывают нас, наконец, открыть наши умы. Давайте перестанем жить слепо в рамках узких историй, которые нам рассказывали, чтобы ставить под вопрос все, чтобы заново открыть истины, которые мы забыли или намеренно похоронены. Важно услышать это ясно. Это не о том, чтобы ждать, пока академические круги подтвердят, что находится под пирамидами. Это о выборе прямо сейчас. Хотите ли вы пробудиться, исследовать более глубокие истины и принять более широкую картину человечества, или продолжать жить под старыми иллюзиями? Слишком долго мы были пойманы в ограниченное представление о реальности, веря в то, что уже знаем все, что можно знать о истории и о самих себе. Но это открытие, доказательство, которого мы ждали, подтверждение того, что наш мир намного более удивителен, чем нам позволяли верить. Вы можете почувствовать скептичным, неуверенным и полным сопротивления. И это действительно понятно. Пробуждаться никогда не комфортно. Легче отвергать новые открытия как теории заговора или фантазии, потому что принятие их означает отказ от комфортных иллюзий. Но именно в эти неудобные моменты пробуждения мы растем не только как личности, но и как вид. На протяжении веков человечество находилось в неведении. Знания о свободной энергии, древних технологиях и человеческом сознании подавлялись, отвергались как псевдонаука или фантазия. Пришло время признать нечто глубокое. Во-первых, мы все — это энергия. Во-вторых, мы — духовные существа, живущие в человеческом опыте, а не изолированные, беспомощные существа, контролируемые обстоятельствами. Итак, что мы делаем с этой информацией? Это не просто теория заговора, это звонок пробуждения, последний призыв к тебе, ко мне, ко всем нам пробудить нашу интуицию, любопытство и сознание. У Вселенной существуют гораздо более великие законы, чем законы человека. Она имеет способы раскрывать истины, как раз когда мы готовы их принять, и похоже, что это время наступило. Мы больше, чем нам говорят. Наше прошлое полно чудес, и наше будущее может быть наполнено еще большими. Но сначала важно открыть глаза. Пришло время быть готовыми увидеть то, что раскрывается, даже если это противоречит комфортным рассказам. И чтобы все вы, кто слушает сейчас, вы часть этого пробуждения. Тот факт, что вы здесь, тот факт, что вы слушаете или читаете об этом экстраординарном открытии, означает, что вы уже находитесь на волне, на вибрации этого изменения. Вы можете испытывать чувство удивления или, возможно, скептицизм, но открытость ума — это ключ. Задайте себе этот вопрос. Почему это важно для меня? Потому что знание — это сила, как говорится, но применение этого знания — это изменение. Если в далеком прошлом у человечества были продвинутые знания, то что это говорит о нашем потенциале сегодня? Также важно помнить, конечно, что пробуждение не означает верить всему слепо. Это значит оставаться открытым, с открытым сердцем, но также думать и принимать решения самостоятельно. Не каждая теория, конечно, окажется верной.
Но хорошо быть открытым к исследованиям. Худшее, что мы можем сделать, это отвергать новые идеи сразу или возвращаться к старым парадигмам из-за страха. Реакция некоторых ортодоксальных ученых, полное отвержение и отрицание – это старый сознание страха, пытающееся удержать крышку ящика Пандоры. Но ящик открывается, нравится нам это или нет. И как только откроется, его уже никогда нельзя будет закрыть. И вот правда, вам не нужно ждать, пока основное направление догонится своими открытиями. Ваша собственная интуиция, это древняя мудрость времен Египта, или даже времена Атлантиды уже находится в вас, и оно уже знает, что происходит что-то большее, что вы все являетесь частью этого эволюционного процесса, который происходит на нашей планете, и вам нужно доверять этому внутреннему чувству, тот, который всегда нашептывал о том, что есть нечто большее, чем видимая физическая реальность. Представьте себе на мгновение ощущение, когда эти подземные залы будут впервые посещены людьми. Этот момент не будет принадлежать только Египту или науке. Это будет принадлежать всему человечеству. Спасибо всем за просмотр. Это действительно большая честь иметь возможность представить эту информацию вам, иметь возможность сделать приглашение каждому из вас, кто слушает, кто ставит под сомнение правду вокруг нас, кто пытается лучше понять себя. Всем спасибо. Спасибо, что вы здесь, и спасибо даже за то, что вы на этой планете. Потому что даже действие по исследованию этого, пытаясь найти что-то еще в интернете, рассказывая об этом друзьям, означает, что наше сознание начинает развиваться, расти и повышать свою собственную вибрацию. И если мы повышаем свою вибрацию, мы можем легко найти более глубокие истины, точки зрения и связи, которые мы не могли найти раньше. Мы можем легко открывать наши умы в повседневной жизни, даже когда идем в супермаркет, например, и пытаемся найти тот универсальный баланс. И с этого момента создавать реальность, которую мы желаем. Это наш план, не так ли? Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующем видео.